Дети и подростки сегодня больше, чем когда-либо подвергаются стрессу. Они живут в быстро меняющемся мире, должны успевать соблюдать распорядок дня и преуспевать в учебе. Стресс – это реакция нашего организма на внешнее напряжение. При чрезмерной нагрузке стресс может вызвать множество проблем среди детей и молодежи. Трудности в обучении, отсутствие концентрации внимания, неудовлетворительные результаты в школе, лень, отсутствие мотивации и желание что-либо делать, что впоследствии может также привести к депрессии. Причины стресса школьников могут быть разными. Семейные проблемы, новые обстоятельства, переезд или переход в другую школу, неспособность строить отношения со сверстниками, но также причиной стресса может быть и сама школа. В случае, если у ребенка слишком много заданий, если учителя давят, а родители прессуют. Посещение школы не должно быть негативным опытом, поэтому важно применять все необходимые меры, чтобы эффективно бороться со стрессом в учебе и возвращаться в класс с разгрузкой и позитивом. Прежде чем узнать, как избавиться от школьного стресса, хорошо бы сперва узнать о наиболее частых симптомах, которые испытывают учащиеся. Среди них расстройство желудка, головная боль, беспокойство, частые слезы, отказ идти в школу, проблемы со сном, начиная частыми пробуждениями и заканчивая бессонницей. Чтобы эффективно противостоять этому, существует несколько возможностей. Вот 5 полезных советов. Правильная организация учебного времени. Необходимо проанализировать, как много времени ребенок тратит на учебу, нет ли у него перегруза в виде дополнительных занятий или кружков. Если ребенок не справляется, нужно пересмотреть график учебы и хотя бы подкорректировать его так, чтобы он успевал отдыхать. Детям, особенно младшего школьного возраста, очень сложно постоянно учиться. Если ребенок, придя со школы, сразу отправляется на курсы английского языка, потом в музыкальную школу, а потом его тут же заставляют делать уроки, то он выгорит очень быстро и, скорее всего, вообще ничего больше не захочет делать. Будет намного справедливее и правильнее дать ребенку отдохнуть какое-то время после каждой активности. Так он не будет уставать и куда охотнее будет заниматься другими делами. Поддержка порядка на рабочем месте. Психологи утверждают, что беспорядок способствует созданию стрессового климата. Лучше ребенку научиться тратить несколько минут на то, чтобы упорядочить свой стол и разложить все по своим местам. Выбросить старые листы и спрятать все, что не нужно во время обучения. Содействие диалогу. Иногда родители могут даже не понимать, что ребенок находится в стрессе. Необходимо периодически начинать разговор о школе или других моментах, которые могут беспокоить ребенка. Всегда прислушиваться к тому, что говорит ребенок, а также поддерживать его. Если он сталкивается с трудностями, подбадривать и давать понять, что любые трудности временные и с ними реально справиться. Внеклассные занятия должны быть, но их не должно быть слишком много. В последнее время довольно большая ответственность лежит на учителях и воспитателях, но родители тоже должны играть важную роль в борьбе со стрессом, в том числе учебным. Например, не стоит заставлять детей заниматься чем-то, кроме школы, если вы видите, что ребенок не успевает и его оценки в школе падают. Более того, если внеклассное мероприятие не по душе ребенку, то оно может стать другим источником тревожности, который может стать дополнительным и помимо школы. Родителям также следует следить за тем, чтобы их дети соблюдали сбалансированное питание и позволяли себе необходимые часы отдыха, как уже было сказано ранее. Хобби как способ борьбы со стрессом. По мнению психологов, любимое дело или хобби, которым занимается на досуге, является хорошим способом борьбы со стрессом, гневом и даже помогает обрести смысл жизни. Здесь, кстати, речь идет не только о детях, но и о взрослых. Кроме того, увлечения помогают развить кругозор, а ребенку они могут помочь найти применение своим талантам и понять, чему бы ему хотелось заниматься по жизни. Занятия любимым делом помогают расслабиться после учебного дня. Кроме того, специалисты утверждают, что работоспособность мозга у имеющих хобби значительно выше, чем у детей, не имеющих увлечений. А если хобби еще и творческое, рисование, танцы и так далее, то оно способно также еще больше активировать работу мозга, что позитивно скажется на успеваемости в школе. Если для вас это видео было полезным, не забудьте поставить ему лайк. Также пишите в комментариях, как вы боретесь со стрессами.